Через блок перекинута нить, на которую подвешены два груза по 2,4 ньютона каждый. На один из грузов кладут перегруз 0,1 ньютона. Определите расстояние, пройденное этим грузом в течение 3 секунд. Через блок перекинута нить, на которой подвешены два груза. Каждый из них 2,4 ньютона. На один из них кладут дополнительный груз 0,1 ньютона. Нужно узнать, какое расстояние пройдет этот груз за 3 секунды. У нас есть блок подвешенный, к нему с двух сторон два груза одинаковым весом. Здесь вес P и здесь тоже P. К одному добавляет груз P1. Рассмотрим, какие здесь действуют силы. Сразу очевидно о том, что раз эти грузы одинаковые, тогда система находится в равновесии. И если один из них больше, наверняка сразу видно, что этот груз начнет двигаться вверх, а этот будет двигаться вниз. Причем они будут проходить одинаковое расстояние, потому что и здесь нить на неподвижном блоке, она с двух сторон будет проходить одно и то же самое расстояние. Определим силы, которые действуют в этой системе. Итак, каждый из этих грузов имеет естественный вес, который направлен вниз, и этот груз направлен вниз, причем есть еще и добавка. Нить имеет натяжение, значение сила Т. Судя по всему, натяжение нити будет больше, чем вес, поэтому груз будет двигаться вверх. Разница этих двух сил будет равна той силе, которая давать будет ускорение этому грузу при движении вверх. Естественно, здесь вот этот весь груз будет больше, чем натяжение нити Т, поэтому он будет двигаться вниз, и разница между этим грузом и натяжением нити будет давать ту силу, которая будет вызывать ускорение. Причем при движении левой вот этой стороны блока вниз. Запишем сначала, каким образом будут действовать силы с правой стороны. Итак, сила натяжения нити Т, кстати, она одинаковая с двух сторон, минус вес груза с правой стороны будет равен чему? Будет равен той силе, которая будет двигать этот груз ускорением, то есть силе F, ее запишем как МА. Масса груза умножить на ускорение. Естественно, здесь вес будет какой? P плюс P1 минус T, и будет равен чему? Всей этой массе умножить на ускорение. Ну а масса определим как? P равно mg. Отсюда масса, естественно, равна P делить на g. Итак, масса с левой стороны какая будет? Масса большого груза и масса маленького груза. Так, масса большого будет P делить на g. Маленького груза будет P1 делить на g. Ускорение будет одинаково. И теперь можем из этих двух уравнений сделать таким образом, что избавиться от каких-то величин, которые будут мешать, а просто, если мы знаем вес каждого груза, можем определить его массу по этой формуле. Нам неизвестно будет вот здесь ускорение, неизвестно сила натяжения нити. Поэтому давайте сделаем следующее. Вот это первое уравнение у нас, вот это второе уравнение. Давайте первое уравнение прибавим к второму уравнению. К уравнению с левой и с правой части можно добавить одинаковые величины, они не изменятся. К первому уравнению добавим второе. Перепишем левую часть первого уравнения. T минус P. И добавляем левую часть второго уравнения. Плюс P1 минус T. Получили здесь сложение левых частей двух уравнений. И теперь добавим то же самое с правыми частями. m умножить на a и плюс правую часть второго уравнения. Скобочку открываем. P делить на g плюс P1 делить на g и умножить на. Смотрите, у нас получается, что вот это минус t и плюс t сократились. P и минус p тоже сократились. Скобочки откроем. Здесь с этой стороны получается P1. Осталось одно. P1 с левой части. Равно. Чему равно? Равно m это что? Это p делить на g. Заменим его значение. Будет p делить на g умноженное на a. Это мы поменяли. И плюс. Откроем скобочки. Что мы получаем? P делить на g умноженное на a. И плюс P1 делить на g умноженное на a. Что можно сделать? Можно вынести за скобочки a. Будет тогда P1 равно a. В скобках что? P делить на g плюс P делить на g. И плюс P1 делить на g. Тут еще можно вынести единичку на g из-под этих скобок сразу. И это сложим, потому что p и p тут у нас будет 2p. Итак, мы единичку на g вынесем за скобочку. Так будет у нас 2p плюс P1. Если P равно вот этому выражению, отсюда можно найти, естественно, A. Перепишем его. P1 равно A, единичка на G и 2P плюс P1. Отсюда A равно дроби P1, что делится на вот эту часть. Единичка делить на G, и здесь сумма 2P плюс P1. Понятно о том, что G пойдет из знаменателя в числитель. Так у нас будет A равно P1 умноженное на G делится на вот такое значение 2P плюс P1. По размерностям посмотрите, что получается. Если P1 ньютоны, тут тоже будут ньютоны. Ну, ньютоны сократятся, у нас получится размерность А точно такая же, как и размерность G. Она совпадает. Тоже будет метры за секунду в квадрате. Тут ставим сюда значение, которое есть в табличке. А будет равно 0,1 ньютона
умножить на 9,8 метры за секунду в квадрате. И здесь получается 2P 4,8 ньютона плюс 0,1 ньютона равно 9,8 метра за секунду в квадрате умножить на 0,1 ньютона. А здесь мы делим на что? На 4,9 ньютона. Ньютоны сократились. Мы получаем размер А метр на секунду в квадрате. Еще мы можем сократить вот это. Будет единичка, это будет двоечка. Мы получили 2 умножить на 0,1 метра за секунду в квадрате. Получаем 0,2 метра за секунду в квадрате. Определили ускорение, с которым будут двигаться эти грузы. Один будет двигаться вверх, другая группа, вот это будет левая, будет двигаться вниз. Вот с таким ускорением. Начальное, естественно, состояние было у них. Они не двигались. Можно сказать, что в самый начальный момент у них скорость была равна нулю. Расстояние, которое они пройдут, можно записать в следующей формуле, которая известна как v нулевое t плюс 1/2 at квадрат. Поскольку v нулевое равно нулю, начальное состояние, они не двигались, s будет равно 1/2 at квадрат. Теперь подставим значение, которое мы получили. 3 секунды у нас есть ускорение, s равно 1/2 умножить на 0,2 метра за секунду в квадрате и умножить на время в квадрате. 3 секунды в квадрате будет 9 умножить на секунд в квадрате. Не забывайте о том, что секунды размерность тоже возвели в квадрат. Вот эти секунды в квадрате, посмотрите, у нас красиво сократились. Тут двоечка, тут будет 0,1. Мы получаем 0,9 метра. Или s равно, можно написать, что 90 сантиметров. Ответ s равно 90 сантиметров.